Слава Украине! Привет всем от Полонского. По поводу перемирия, переговоров и так далее. В четверг, по всей видимости, Зеленский летит в Турцию, где у него будет, ну, как минимум, встреча с Эрдоганом. Ну и Пуйлош тоже туда приглашен на переговоры, лицом к лицу. Поедет ли Пуйло в Турцию? Думаю, нет, вряд ли. Они сейчас там подыскивают, скажем так, на Москве сейчас подыскивают причину, почему они не поедут. То ли он сильно занят, то ли он там заболел чем-нибудь, диарея у него, еще что-нибудь. Вот, то ли этого нет у него в планах, и не было, и не надо их вообще шантажировать. Я не знаю, какую они причину придумают, но даю 95% на то, что Пуйло в Турцию не поедет. Хотя, знаете, по-разному может все получиться, но как-то так. Поэтому у президента Зеленского будет, как говорится, возможность, по крайней мере, побеседовать с президентом Эрдоганом. Там есть что обсудить и без Пуйла. Да, но туда же едет российская делегация в любом случае, потому что они сами якобы это все инициировали. Ага, поедут, хорошо. Что нам нужно сделать с тем, чтобы посадить рашистов в лужу? Прежде всего, всему миру надо показать их позицию. Да? То есть это твердолобая позиция, которая, ну, абсолютно сумасшедшая позиция, которая требует, чтобы мы ушли из наших же собственных областей, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской. Понятно, никто никогда в жизни на это не пойдет, это и Жаку ясно. Вот. Но они едут туда с такими претензиями, плюс претензия по поводу того, чтобы, значит, международное признание Крыма, плюс снятие санкций. Ну, короче говоря, смотрите, нам нужно, чтобы вот эту идиотскую кремлевскую позицию услышал еще кто-то, кроме нашей делегации. Вот это крайне важно, потому что переговоры ведутся тет-а-тет, и потом по окончанию переговоров мы дадим нашу версию, они дадут свою версию. А Трамп, а кого послушает Трамп? Посмотрим, да. Он может совершенно спокойно послушать их, сказать: вот, посмотрите, во всем виновата Украина. Но на Украину уже проще давить. Мы же прекрасно это все понимаем. Вот, поэтому что нам очень важно? Нам важно, чтобы были независимые посредники, хоть турки, хоть Евросоюз, на этих переговорах, которые подтвердят то, что говорят наши, то есть правду. Потому что рашисты, понятное дело, после переговоров будут брехать так, как они всегда брешут. Ну, по-другому никогда не бывает. Вот, то есть посредника туда нужно запулить. Плюс в Турции будет в это время Рубио. То было бы вообще идеально, чтобы там еще и Рубио находился. Пускай просто, как говорится, в качестве гостя почетного. Было бы тоже замечательно, да. Потому что как Америка, так и Европа должны видеть, что вот все время, которое этот Витьков ездил на Москву туда и вел какие-то переговоры, что оно просто прошло зря. Что Путин и его шайка, как были вот на этих своих сумасшедших позициях, так они и остались на них. А если они остались на сумасшедших позициях, разговаривать с ними не нужно, их нужно тупо мочить. Я имею в виду... Да, значит, каким образом? Санкции выше крыши, контроль за нынешними санкциями, которые уже есть, добавочно, плюс, конечно, масса оружия для Украины. И тогда Путин понимает оглоблей между глаз. Все, других вариантов нету. Вот когда он получает, у него там с этих буркалов, этих цурки летят, мысль появляется, что надо о чем-то поговорить. Если с ним сюси-пуси разводить, дела не будет. Понимает исключительно силу. Из этого надо исходить, а это аксиома, это не требует доказательств. Еще один момент, это по поводу Европы и США. Еще пару дней назад они говорили, что вот если Пуйло и его Шобла не соглашаются на немедленное прекращение огня, будут санкции. Окей, хорошо. Пуйло не согласилась. Вы же прекрасно видите. Трамп, да, написал, что вот Пуйло виноват, и его Россия виновата, и так далее, что они заигрались, запраздновались, это победобесие и так далее. Это Трамп действительно написал. Но, по словам Трампа, тяжело о чем-то судить, потому что он сегодня говорит одно, завтра другое, послезавтра третье. И тут только по делам можно судить. Дела пока что он дополнительными санкциями рашистов не обкладывает, хотя начал передавать Украине оружие. Я сейчас не буду говорить, на каких условиях, просто не обладаю такой информацией. Скорее всего, это продается, может, внесется вот в этот самый фонд, как американский внесок туда.
не буду говорить, наверное, так и есть. Вот. Но нам передали довольно большое количество ракетного оружия разных типов. Это уже хорошо, то есть это сдвинулось с мертвой точки, потому что вы же прекрасно видели, что до этого нам Штаты оружие не передавали. А тут пошли сначала, значит, запчасти к истребителям, обучение пилотов и так далее. Вот это все возрождают, плюс, значит, вот теперь ракетное вооружение, плюс американцы сейчас будут поддерживать, пускай не непосредственно, но опосредственно работу трибунала в отношении Путина, работу трибунала в отношении похищенных путинскими бандитами украинских детей и так далее. То есть постепенно маховик раскручивается. И если Путин будет продолжать быковать, ну, соответственно, будут у него неприятности, каких он не ждет. Вот. Но Европе и Штатам тем же нужно занять, конечно, более серьезную позицию, потому что получается, что сегодня они сказали, да, будут санкции, завтра вот этот факт, из-за которого должны быть санкции, наступает, а санкций нема. Или, по крайней мере, о них еще не заявили. Но, с другой стороны, тут Европейская правда сейчас пишет, что 20 числа таки будет 17-й пакет санкций от Евросоюза. Если это так, это замечательно, потому что Великобритания уже ввела новые санкции. Если 20 числа, 20 мая, сегодня какое у нас там, 12, ну 8 дней, это уже можно потерпеть. Соответственно, будет новый пакет санкций, будет замечательно. Когда они его, почему 20-го? Они хотят, все же прекрасно понятно, да? Они хотят посмотреть на результат того, что произойдет в Турции в четверг, пятницу, субботу, возможно, вот так вот. Если будет длительная встреча, может она только в четверг и будет. Тут же такое дело. Они посмотрят, что произойдет в Турции, и потом, если соглашения не будет о прекращении огня, а сейчас на фронте аж гай шумит, как стреляют, вот, ну тогда полетят новые санкции, видимо, новое оружие в Украину поедет. Кстати, от Германии тоже уже приехало новое оружие. Вот. И, соответственно, Путина будут ломать через колено. И вот это было бы очень хорошо, потому что, еще раз говорю, по-другому товарищ не понимает. И Китай. Вот Китай, тут тоже интересный момент. Сначала все впали в уныние, потому что Китай говорил о том, что нужно убрать первопричины, как он говорит, конфликта для того, чтобы завершить эту войну. Угу, замечательно. Ну, с моей точки зрения, например, первопричиной конфликта является существование Путина и его шайки. Я думаю, что 90% населения земного шара именно точно такого же мнения. Кроме вот товарищей из Буркина-Фасо. Да. Те почему-то считают по-другому. Вот. И Северной Кореи, ну, конечно же, да. Вот. То есть тут можно двояко понимать. И все упали в уныние, значит, Китай следует российским нарративам. Сегодня говорят, все, Китай согласился на то, чтобы было 30 дней перемирия, и так и написал, особенно после того, как китайцы наконец-то заключили торговое соглашение с американцами, по крайней мере, которое отсрачивает на 90 дней вот эти вот санкции друг в отношении друга, которые они понаводили, и снимает это напряжение, и, знаете, понижает градус и приводит таможенные тарифы с двух сторон, ну, к божескому виду. Это уже нормально. А поскольку они с американцами договариваются, то, соответственно, риторика в отношении Кремля тоже меняется. Да, но что сказали китайцы? Они не говорили о 30 днях. Китайцы это китайцы. Послушайте, что сказали значит, представитель МИД официальный. Цитата. «Мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и надеемся, что заинтересованные стороны продолжат решать проблему путем диалога и переговоров». И это заявил на брифинге представитель МИД Китая Линь Цзянь и призвал, цитата, к обязывающему мирному соглашению, приемлемому для всех сторон. Ну, я тут ничего о 30 днях перемирия не увидел. Это расплывчатая такая формулировка за все хорошее против всего плохого. Но хотя бы уже нету больше кремлевских нарративов, а то, что там вот, надо устранить чего-то там, куда-то там. Путина устраняйте, все будет хорошо. Вот я, кстати, уже говорил, что там среди российских ура-патриотов сейчас горечь великая из-за того, что их утилизируют. Вот. А теперь войну закончат, как они считают, какими-то шурами-мурами, не пойми как. И они уже там на Кремль собираются идти, я об этом в предыдущем ролике рассказывал тоже. Вот, там уже Паша Губарев, в частности. Там не один Стрелков, Гиркин, да, который обозлен на Кремль и считает их просто ворами и мародерами. Да, там очень много их. Там много таких. Вот. И, как говорится, ну,
Хотелось бы увидеть еще один Пригожинский марш на Москву. Посмотрим, да. Вот. А пока что ждем, что произойдет там в Стамбуле. Лично я ничего хорошего оттуда не жду. Что можно ожидать от Стамбула? Да? Ну, реально можно ожидать новых санкций для России, потому что перемирие не получится. Вот. А если будут новые санкции и оружие для Украины, то тогда, возможно, и к перемирию дело пойдет, потому что Путин просто не вывезет.